Друзья, я всех приветствую. Пришла наконец-таки долгожданная посылочка. Вы даже себе не представляете, как я сильно ее ждал. Внутри находится броня для велосипеда. Как оказалось, это очень необходимая, по крайней мере для меня, вещь. Здесь внутри находится полимер, который защищает шины велосипеда от проколов. Я уже, честно говоря, замучился ставить эти латки. Уже заказал себе и кучу латок, и несколько раз покупал камеры. Ну, в общем-то, моим мучениям пришел конец, потому что есть теперь броня. И, судя по заявлениям производителя, вот эта вещь должна защищать колеса от прокалывания. То есть камера через полимер немного прогинается, к примеру, от гвоздя, но не протыкается. А в общем, в этом видео мы ее поставим на велик, ну а также попробуем протестировать вручную, понять, насколько она рабочая вещь. Я ее взял, потому что протыкаю камеры постоянно, ездию где попало, не только по дорогам. И знаете, такие маленькие проколы, такое ощущение, что от колючек, которые сыпятся с деревьев. У нас тут есть такие деревья с колючками. Вот, возможно, ими я и протыкаю мои колеса. Надеюсь, этому с сегодняшнего дня придет конец, потому что планирую поставить вот эту вещь. Я не знаю, на какие камеры рассчитано, на какие диаметры колес. Но я думаю, здесь это все дело с запасом. В общем, разматываем. Такая лента получается. Давайте возьмем гвоздь, попробуем ее проткнуть. Что получится? По идее, протыкаться не должно. Но протыкается, блин, а? Вот зараза. Обманули, что ли? Ну так вот, вроде бы не протыкается, если сильно не давить. Вообще там заявляют, что она прям сильно должна вылазить. Не знаю, насколько это правда. Гвоздик, кстати, весьма острый. Давлю. Гвоздь уже вышел примерно на 2,5-3 миллиметра. Ну пока не проткнулась, ребят. Это, кстати, довольно-таки большой успех. Мне, в принципе, главное, чтобы она не протыкала этими противными колючками. Гвозди не так часто попадаются, но вот не протыкает. Можно дальше додавить, уже на 4 миллиметра вылезла. Все, проткнула. Ну, естественно, где-то какой-то порог протыкаемости у нее существует. Также, конечно, хотелось бы на шины поставить и там попробовать. Это вот очень острый шуруп. Ну, он протыкает примерно после 2 миллиметров выпирания, он протыкает. При воздействии на камеру оно, по идее, должно по-другому работать. Оно должно выпирать сначала, потому что она еще и очень твердая. До какого-то момента выпирать, а потом уже протыкаться. Когда колесо в сборе, эта вещь, по идее, еще лучше должна работать. Поэтому нужно брать, ставить и пробовать. Так, колесо, как видите, полностью спущено. Разбираем его. Вынимаю старую камеру. Смотрим. Раз, латка. Это была самодельная латка сделана резиновым клеем. 2 латка уже проткнута во втором месте. То есть, как бы, друзья, без обмана колючками можно протыкать колеса на велосипеде. Я вот, правда, честно говоря, пока еще не разработал технологию, как туда встроить эту защиту. Взял новую камеру, потому что ту латать уже не хочется. Вот так выглядит новенькая камера. Надо определиться по диаметру, она подходит или нет. Немножко подкачаем. Ну, камера та, что надо. Теперь попробую все это дело разместить внутри колеса. Эта пленка, она сверху камеры вот так вот ставится. Все накачивается и все должно защищать, все работать. Ну, мне кажется, придется постараться, чтобы ее туда зарядить. Ладно, сначала засовываю камеру. Камера полуспущенная. Теперь засовываю пленку. Пленка немного тянется. Все-таки жесткая она. Колеса, конечно, немного тяжелее станут. Сейчас я взвесю, сколько весит этот рулончик. Может быть, кому-то интересно будет. Перчатки взвесим. Перчатка, она как тара считается. И ложим.
Получается, колесо на 55 грамм будет тяжелей. Так, а теперь сколько весит колесо целиком? Ну, примерно 3,7 килограмма. Я думаю, это несущественная прибавка в весе будет. Лишь бы не прокалывались колеса. Так, ладно, засовываю. Начиная вот с этой части. Засовываю и стараюсь, чтобы оно все это дело распределилось по центру. Тут получается в аккурат ширина по протектору. Да, поэтому легко можно сориентироваться на ощупь, так сказать. смотрю, что не такая уж простая операция. Даже немножко лишнего осталось. Все, засунул, теперь равномерненько распределяю. И можно бортировать обратно колесо, накачивать. Ну, дело оказалось непростым. В общем, крутил я, вертел ее. Вот добился такого равномерного распределения по кругу. Так что сейчас нужно аккуратненько все заправить и надуть колесико. Так, есть. Крутил, вертел, я долго ее заглядывал. Но вроде бы все равномерно распределено. Надуваем. Есть. Одно колесико готово, ребят. Надеюсь, будет служить верой и правдой. На втором мы сейчас поэкспериментируем, попротыкаем его. Это уже рабочее колесо с новой камерой. Здесь стоит старая камера. Оно немножко даже пропускает, но для эксперимента нам хватит. У нас есть кусок неиспользованный. И сейчас мы, прежде чем ставить новую камеру, на старой поэкспериментируем. Будет ли протыкание. Опять же, видите, вот оно здесь проколотое место. Где-то тут оно и пропускает, скорее всего. Так, а мы сейчас пометим место для эксперимента. Например, вот здесь. Сколько здесь длина? Ну вот как раз проложим броню, накачаем и попробуем попротыкать. Посмотрим, будут ли отметины, будет ли протыкаться. Заложил. О, друзья, нашел, кстати, колючка. Вот она воткнутая. Видите, как выглядит? Вот это да, вот это удача. Я прям укололся сейчас об колесо. Да, сейчас мы как раз ей и протестируем. Без шуток говорю, только что я ее нашел. Ну вот, допустим, полторашечка. Вот. Хоп. Так, где эта колючка противная? Ну что, пробуем проколоть в каком-нибудь месте колючкой этой. Вот здесь, например. Раз только. И вот так оно обычно прокалывается. Самой покрышки-то ничего, но вот камера должна пострадать. Так, колючка все еще острая. Пробуем вот здесь, в нашем бронированном месте. Что будет? Колючка все равно острая, но я думаю, вряд ли она протыкала. Сейчас попробуем гвоздиком, либо булавочкой, чем-нибудь остреньким. Потому что на картинке были нарисованы именно гвозди. Пробуем вот здесь, буква Г, это просто проткнуть. Для начала в бронированном месте попробуем. Потому что здесь, я надеюсь, оно не проткнет. Ну вот, к примеру, на вот такую глубину. Пробуем. Захрустел протектор. Оп. Вставляю. Вытыкаю. Шипения никакого нет. Так. Пробуем вот здесь, где нету защиты. То же самое. Мало глубины. Пробуем больше. Вот так. Так, желательно попасть в то же место. Так. Погнали. Блин, чувствую, сейчас проткнется. Да. Проткнулась и с броней. А ну-ка здесь. Ну и здесь, естественно. Все протыкается.
Так, давайте посмотрим. Может быть, я броню плохо проложил. Хотя вроде бы нормально было. Все-таки я надеялся очень на это дело. Но я смотрю, малоэффективно. Разбортировал, и мы смотрим, есть ли прокол. Да, есть прокол. Против гвоздя, так сказать, не помогает. Это точно. Ну, давайте колючку попробуем. Ну, мне кажется, и колючку тоже оно не сдержит. Видите как? Она очень острая. И она прям... Вот чуть-чуть только она там что-то дает. Слегка. Оп. И протыкает. Я думаю, дальнейшие движения по обзору бесполезны, друзья. Я надеялся на эту вещь. Но могу сказать, что толку от нее практически никакого нет. Вторую уже было гораздо легче устанавливать. Для этого я накачал камеру предварительно. Она выровнялась. Потом я ее скачал и начал засовывать. Вот оно получилось более равномерно. Вот, ну, конечно, к сожалению, утратил я веру в него. Друзья, напишите в комментах, сталкивались ли вы с таким полимером. Может быть, это какой-то китайский недоваренный полимер попался. Может быть, есть хороший. Вот, напишите, пожалуйста, об этом. Сделайте свой отзыв. Потому что я, честно говоря, маленечко разочаровался в этом деле. У меня они как бы есть, я их поставил. Хрень, конечно, интересная, но такое ощущение, что ни шиша она не работает. Так что лучше затариться вот такими латками и не надеяться на чудо. В общем, такие дела, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Да, чудеса, наверное, бывают, но не в этот раз, к сожалению. Блин, а.